Цель моего сеанса — убрать напряжение, быть постоянно в режиме готовности, достигнуть уверенности и комфорта, расторгнуть контракты всех духов, всех в моем пространстве чужеродных элементов, выселить окончательно. Приснился сон, снился сюжет. Какой-то человек купил за слитки золота какого-то индуса, как будто. Тот, значит, забрал с этого же базара какого-то карлика и посадил себе на плечи. И этот карлик колдовал этому мужчине. Я так понял, что этот мужчина хотел типа долголетия. Вот, я это увидел во сне, и следующим сюжетом я видел, как будто я среди кого-то стоял. И этот карлик, когда появился, он ко мне ластился, ко мне, а я его принимал. Я хочу обличить, что это было, полностью отказаться от решения использовать, призывать духов, иметь с ними какие-то либо отношения, убрать зацепки, почему я их допускал в мое пространство. Полностью отказываясь от призывания символов Цельнозора, вызывания духов, каких-то помощников во всех воплощениях, во всех ситуациях, в любом времени. Так, сон еще постоянно, ну, несколько раз снился, как будто я с другом Андреем Мамонтовым попадаю в конфликт и что-то ему там доказываю. Несколько раз был такой жест, хотя с ним было нормальное, мы с ним отношения, но так разошлись, потому что он семьей и общих целей так не очень занят. Далее снился еще сон, что я был с бородой, и эта борода светилась, все волоски как будто светились. Я это принял, ну, нормально. Что это было ли это плохо, посмотреть. Если было плохо, я отказываюсь принимать это. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? О, вижу тебя, и ты вот так с правой стороны, так изнутри, как кулаком отбиваешься, а там кто-то нападает. Когда я спросила, кто я слышу гномик. И мне сразу пришла мысль, что рассмотреть, почему, что за гномик и почему он гномик. Что вообще означает этот гном? Хорошо, посмотрим. Хорошо, Виктория. Давай тогда отсоединись от этой ситуации по правилам. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Я вижу тебя. А, Ты вот такой, энергосфера вытянута вверх, и где-то вот здесь ты вот так как бы смотришь, тут какая-то как бы другое пространство. И ты вот так смотришь, знаешь, как будто бы выглядываешь, вот Как сюда из-за смотришь. угла? Не из-за угла, но такое впечатление, знаешь, как будто бы встал, а Мгм. тут как пол какой-то или этаж-то какой, и ты смотришь вот сюда. Ага. А снизу на уровне ноги идет вот этот, как бы отдаешь, толчки такие. Эм, Мгм. Так. И эта энергия, гном или геном, и в сердце тоже находится. Мгм. Хорошо, Виктория. Давай считай мое эфирное ДНК. Я ли это? Идет Евгений Савский. Мгм. Кто это такой Савский?
Ну, вот это геном. Мгм. Это сын Соломона. Мгм. Так. И этой Савской. Мгм. Непонятно. Нет. Так. Да, это ты. Мгм. Что, Виктория, спроси у меня, разрешаю ли я потрудиться со мной для меня? Да, ты разрешаешь. Мгм. У тебя река времени вот так идет, как бы из сердца, вот так вот идет такая волна в сектор интерферента. Волна, она вот так идет от высшего я, от первоисточника, и в сердце как бы переключилась, и уже другой характер ее. Мгм. И считывается король Савский. Давай посмотрим, Виктория, что это за король такой савский. Ну, я вижу в секторе интерферентов находится такой момент. Вижу красивая женщина, такое странное одеяние восточное. Она как возлежит. К ней приходит какой-то человек. Мгм. И с такой короной. И он корону взял и положил. А в нем недобрый дух. Она Мгм. считывается как блудница. Так. Мгм. Что это за человек с короной? Кто он такой? Приказываем отвечать. Считывается дух Соломона. Мгм. Так. Эта ситуация, я как-то к этой ситуации отношусь. Есть какие-то? Да, у нее растет живот. Она забеременела. И я вижу, что вот этот гном– это геном. Мгм. И это передача информации по генетическим цепочкам М. Мгм. По генам. из поколения в поколение передается. Мгм. Оно считывается как блудодетель. А Соломон известен тем, что на старости лет обзавелся гаремом в 1000 женщин Мгм. и был падкий на женщин, да. А вот эта царица Савская, Мгм. она считывается, что подарила царю сына, царя Так. Савского. Я Мгм. вижу, и у него лицо, как у тебя. Мгм. Он славился мудростью, но был убит. Мгм. Да, Виктория, посмотрим. Вот этот геном. Что это за геном передался? Он находится, этот геном находится в секторе магии, как гномик такой. Мгм. Фокус внимания. А, Мгм. Сейчас я поговорю с ним. Он, знаешь, как выглядит? Он вот так выглядит, как этот воздействие цельнозора, как этот дух гномика этого цельнозора. Мгм. И Карлик. да, этот карлик. И я Мгм. вижу, что это символизирует как раз эта метафора, которая показывает вот эту технологию, пси-технологию, которая цепляется до тех людей, э, которые имеют соответствующие зацепки какие-то, вибрации. То есть
уязвимости. То есть это все технологии, они базируются на том, чтобы человека подавить, а возможно человека подавить только того, у которого уже есть э, как бы взломанная психика в этом отношении. Мгм. Так. И чем является этот карлик? Я слышу предкам. Мгм. Так, предком кого? В каком-то смысле предком? Это генетическая информация. Мгм. А вся Вселенная, она живая и образная. И вот эти метафоры, они просто показывают, что вот эта вся информация, которая у нас хранится в нашем геноме, она несет в себе информацию о всех наших предках, как о хороших, так и о плохих поступках. Мгм. Вот этот ген карлика, что это за информация или программа? Блудодетель. Отец блудодетель. Мгм. И эта программа проявилась и у этого сына Савского, блудодетель. Ну, она передалась через Мгм. него по поколениям. Мгм. И оно считывается вот как покореженное дерево. И такое дерево, ну, мы знаем, да, древо жизни, которое цветет, а вот Мгм. это черное такое, как корявое все, как сухое дерево. Мгм. Это как раз и символизирует вот, потому что блуд, ну, духовный блуд и физический блуд имеют одну и ту же основу. То есть это отвергнуть истинного Отца. Мгм. А Отец– Хорошо. это как кон а, Мгм. добродетели, а здесь вместо добродетели идет, то есть добро делать, добродетель, да? А Мгм. здесь блудодетель, то есть делать блуд, заблуждаться, идти по кривому пути, который приводит вот к уничтожению духа. Шектори, давай посмотрим этот момент, когда вот этот геном в этого ребенка попал, где этот... Я вижу, как Мгм. этот дух, черный дух, темный этого Соломона, который его побуждал к блудовству. И он призвал, я вижу, как будто бы сорвал с неба, с других пространств младенца. Мгм. И я вижу, Это- что это стало причиной, и это связано, я не знаю, Сейчас рассмотрим. Мгм. какого-то младенца сорвал. Давай поговорим с этим младенцем, Виктория. Кто он такой, этот младенец? Спроси у него, кто он. Почему-то идет Илья. Мгм. Так, получается, Илья, он родился у этого Соломона. Ну, сейчас То я есть, посмотрю. мгм. Я вижу, что этот ребенок, когда родился, то такой дух в нем, этот черный, очень агрессивный, как у этого отца, а, чужеродный дух. Вот Мгм. это, и он считывается, как стал двойником. Сейчас я посмотрю, М. кто, ну, Илья, вот считывается вот эта черная энергия, Ага. и от этой черной энергии это он считывается как двойник.
энергетический двойник, копия. Сейчас я посмотрю. И тянется в сектор магии. И имеет ту же основу, что и вот это я вижу, этот плащ такой шелковый, так как вижу Илью, этого духа Ильи. Мгм. Я вижу, что это один и тот же дух, Мгм. а младенец, он светлый. Мгм. Давай И в так. нем, вот сейчас, одну секундочку, Да, я это да. вижу, это как тень, да, черная, Мгм. и оно считывается Илья. А когда я это вот так разделила, то там этот светлый, сияющий ребенок, и это Евгений, это ты. Мгм. Я вижу, что это родился ребенок, считывается в чреслах матери-блудницы, потому что она не должна была становиться наложницей царя, блудника. Мгм. Так. В какой Он именно старый момент? уже был почти. Мгм. В какой именно момент у меня вот этот дух проник в мое пространство? Ну вот я вижу, когда он сорвал тебя оттуда, из сектора первотворца, вот так как бы сорвал, такая черная, как стрела, вот так полетела туда и сорвала. Мгм. Давай посмотрим вот этот момент, момент срыва, когда он срывал меня, что на эфирном плане, какое условие разговора или что было в этот Ну, момент. сейчас я вижу, что ты стоишь там с короной на голове. Мгм. А, Так. какая-то корона, как усыпана такими, как бриллиантами, вся переливается. Большая корона на голове. И везде такой свет идет. Вот так, как лучи М. идут от тебя. Так. Мгм. Сейчас. Что спросить? Э, Вот этот момент, когда меня сорвали, что со мной произошло? Я вижу, что прошел как энергетический такой, оно взрыв и срыв одно и то же обозначает. Мгм. То есть генетика матери и отца как бы сомкнулась, Мгм. оплодотворение произошло М. этих сияющих частиц. Мгм. И сюда же сразу же подключается этот демон. То есть эти темные энергии, которые привели родителей в эту общую постель. Мгм. От этого взрыва, срыва. В сердце сразу. Мгм. И срывает тебя, а ты как бы приготовился идти на воплощение. Сейчас я М. посмотрю, поговорю с тобой перед тем, как ты пошел. Ты считываешься как царь. Мгм. Также приготовился. Нужно спросить, была ли у тебя специальная миссия и договор ли был какой-то. Потому что я вижу, что мое внимание все время эм, обращается вот к этому моменту, так шух, это стрела черная, которая сорвала. Мгм. Так. Это момент перевоплощения, воплощения Мгм. от Спроси, царицы да. Савской. Мгм. Спроси меня, вижу ли я, что эта черная стрела проникла в моем пространстве, эта энергия. Да, ты говоришь, что ты знаешь. Спроси меня, почему Говоришь, что я это архонт. фонд. Ага. Спроси меня, почему я принял в мое пространство эту энергию, зачем мне это было нужно.
Ты показываешь, говоришь, что договор. Я вижу, что как будто бы такая сильная борьба идет на Мгм. руках. Мгм. Какой-то архонт. Ага, кто этот архонт? Приказываем проявиться согласно его эфирной ДНК. Также этот архонт считывается как архонавт, имеет отношение к Илье. Архонавт — это как астронавт. Аргонавт, как в этих мифах. Аргонавт, Аргонавт. да, то есть Ага. это одно и то же. То есть путешественник во времени. И я вижу, что это имеет отношение к этому духу, проникающему в геном человека. Мгм. Сохраненная память. Так. А Хорошо, да. архонт — это те духи, которые вот управляют архивами, так называемыми, архивами памяти. Мгм. И вот этот гном, который э, я вижу дух гном, который как колдун заворачивается, прячется, да, в этом черном одеянии. Это как раз и символизирует эти скрытые уголки памяти, которые хранят э, дородовые коды, Мгм. архаичные, очень древние. И что он делает с этими, с этой памятью? Он дублирует и превозносит. Сейчас Мгм. я вижу, что волны такие возбуждают, большие, как волны движения, вот такие. Это по отношению ко мне, как он использовал эти волны, какое на меня это оказало воздействие. Я слышу, запечатал. И опять в сердце идет как черный такой, как будто бы такие лучи черные, как собрались и вот так входят в одну точку. Мгм. Это энергия смерти. То есть это доказательство как бы смертности человека и его безысходности перед смертью. И Мгм. я слышу, что этот архонт таким образом как бы ищет эти доказательства, почему человек должен быть смертным. Это то, что вот в Библии написано, что демоны день и ночь перед лицом Бога, Творца и святых ангелов обличают человека в его грехах, так называемых. Мгм. То есть так работает вот этот архонавты, аргонавты. Мгм. То есть я принял вот эти энергии смерти. Да. Мгм. Давай посмотрим Викторию договор. По какому договору я принял эти энергии? Я слышу в борьбе за жизнь. Я вижу, что сильное сопротивление идет, вот так как я вначале увидела, как будто бы ты кулаком так бьешь, знаешь, отбиваешь эти энергии аргонавта, архонавта. Мгм. И Илья, между прочим, он тоже рассказывал, что он там летал, он прилетал по иным мирам. Ну, он летал, конечно, по этим энергетическим матричным структурам. Вот. Мгм. Потому что человек разбирает только то, что находится в его личном пространстве. То, что он там рассказывает о других мирах, это все фантазии.
Да. Хорошо, вот этот договор, в какой момент он был подписан? Когда ты был небесным царем, Мгм. Так, вот с кто, короной. кто вторая сторона этого договора? Приказываем проявить согласно эфирной ДНК. В секторе интерферента стоит дух. Он называется архонавт, архонт, Мгм. главный воспламенитель мести. Мгм. А от него в секторе магии так ниже. Этот архонт, он как бы вышел в человеческое пространство. А вот так ниже, в секторе магии, стоит вот этот в черном плаще, этот гном. Мгм. Так. Это механизм, это все механизм пси-технологий, которые работают, они работают, ну, как бы сами по себе, это механизм. И такие вот секты, как Цельнозор или другие секты, они просто используют эти уже созданные Вселенной с этими взаимодействиями этот механизм, и для них это главное найти уязвимость. Поэтому такие секты, они всегда заманивают самых уязвимых людей, тех, которым больше всего нужна помощь. Но Мгм. сильные, те, у которых развита интуиция, они как бы попробовали и, знаешь, как выплюнули. То есть как мы пробуем что-то невкусное, да, Мгм. попробовали и Да. выплюнули. Сделали, то есть у них связь с интуицией очень сильно развита. А, И, и вот он держится, э, потому что есть эта зацепка. Мгм. И он проявляется. И вот эти сны твои странные, да, они не странные. Это подсказка Вселенной, подсказка твоей души о том, что происходит в твоем личном пространстве. И постоянно идет сын Савской. И получается, что вот эта темная часть нашей личности, да, Мгм. есть истинное я, и есть наша тень. Это то, что мы сотворили на протяжении воплощения, то есть наши мысли, решения, действия, программы. То есть это тот комок, скажем так, энергетический матрицы, которую мы создали. И она состоит из двух частей. Из нашей личной, из из нашего высшего света, и из тех энергий, которые как бы передались по наследству от родителей. Мгм. Оно так и звучит: сын Савской и блудодетеля. Мгм. Так. В этом договоре я именно с этим архонтом заключил этот договор. Давай посмотрим. Архонт М. этот — Мгм. это Кто дух это? программа. Так. А кто хозяин этого духа программы, приказываю проявиться в его пространстве? Так, идет какая-то плазма черная, Мгм. какой-то плазменный мир, как черная энергия, как какая-то плазма. Мгм. Это пространство, да? Да. А там я приказываю хозяина этой черной плазмы проявиться. Это Приказываем мира. проявиться. Это мир архонтов. Мгм. Считывается, вот так я слышу, князь тьмы, князь архонта, Люцифер. Мгм. Так. Что, Виктория, посмотри, есть ли у этого Люцифера частичка моей души. Да, он украл. Считывается, что украл. Мгм. И как будто бы вот так схватил,
и как бы за ноги держит, а ты как бы выдавливаешься. Стремление такое вверх идет. Светлая часть как бы стремится вверх уйти, по этим а, Мгм. считывается канатом связи с Первотворцом, с той божественной личностью, вот, которая была в тех сияющих пространствах с этой короной. Мгм. Хорошо, Виктория, давай посмотрим этот договор. Какие условия этого договора? Опять я это слышу в борьбе за жизнь. И М. опять постоянно какое-то кольцо я вижу. Мгм. Что это за Сначала я кольцо? видела камень, а сейчас уже вижу кольцо. Мгм. И такое какое-то инкрустировано, не простое колечко, такие какие-то переходы, там сложные. И удерживает большой камень блестящий. Он живой какой-то. И я вижу, что это печать жизни. Я вижу, как ты как будто бы вот кольцо на этом пальце держал. Вот это М. кольцо большое, такой камень огромный, как бриллиант большой. Мгм. И ты берешь вот этим кольцом вот так чух и как печать поставил. Так. Спроси меня, что это означает, эта печать, что я поставил? Договор. Ты говоришь между Люцифером и мной о жизни и смерти, о Мгм. разрыве жизни и смерти. И ты говоришь об очищении от архонта. Мгм. Какие условия этого договора? Давай посмотрим. Ты говоришь, что ты разбудишь э, что ты разбудишь. М. Кого я разбужу? Ну, это опять мне идет еще какое-то отношение имеет к нерожденному сыну Версавии. М. И, по-моему, Давид, царь Давид, он тоже блудодеял. Мгм. То есть это тоже этот ребенок идет. Там молодым ребенка, ну, то есть мальчика убили, а здесь ребенок погиб Мгм. ну, после рождения, умер. Мгм. Так. А, ш Что за условия, кого я хотел разбудить? Блудниц. Ты говоришь матерей блудниц. Мгм. Так, зачем мне это было нужно разбудить блудниц? Но они в эфирном пространстве, вот там как бы застыли в этом блудодействе. Мгм. А ты идешь туда, как сияющий такой ребенок маленький, за тобой такой шлейф тянется, ну, как новорожденный ребенок, ну, только ножками ходит. Мгм. Считывается сияющий свет. И ты пришел вот там, в том времени, и я вижу, как и одна женщина, и вторая вдруг осознают, что они сделали, и быстренько забирают свои, как собираются, знаешь, одеяние такое легкое у них, у Мгм. обеих. И они убегают. А вместо этого я вижу, как
эти цари женятся на этих женщинах. Мгм. И эти кольца происходят. И вдруг это кольцо, которое ты вот так сюда поставил, оно вот так шух к тебе возвращается. Эм, Я вижу пиршество, это заканчивается свадьбой эм, у этих женщин. Мгм. Это блудодейство, и все пир такой, и радость, и такой пир, что идет вот эта вся пир прямо вверх. Я слышу к престолу славы, там, где ты там стоял. И я вижу, что ты достаешь как бы рукой правой, Мгм. вот в пространство так, и достаешь этого гномика оттуда. И вот так сделал. Пух! Уличил в неправоте. Мгм. Я вижу, ты отменил быть рожденным в блудодействе. Эти Мгм. женщины узаконили свои отношения с мужьями, то есть они стали женами. Мгм. Ты отменил решение, и ты, я слышу, рожден в браке. И вот у Версавии этот мертвый ребенок, он не умер, он здоров, я слышу. И печаль отца ходит. Я вижу, что отец очень сильно печалился. И эта печаль, как печать, осталась в виде этого архонта. Мгм. И эта печаль уходит, потому что Версавия поднимает вот так к свету рожденного ребеночка, и он буквально в руках ее растет и пошел как царь с короной. Мгм. И вся ситуация переписалась. И в этот момент я вижу, как эм, там, где выше и я, вот это христианская, где Андроник был, вот эта черная вся штуковина, оно похоже Мгм. как леса какие-то, которые на постройку там делают. Оно тоже уходит, Мгм. меняется это все, и отменяются все походы крестовые, а все эти крестовые походы — это были как бы придушить восстание подданных Андроника. Никакое отношение к христианству там оно не имело. А это как совсем другой смысл был. Мгм. Так, хорошо. Хорошо, приказываю этому Люциферу забирать Это, все да, ложь. христиане на самом деле это те, которые поддерживали мессианство, то есть эту теорию, что сам себя убил, то есть мессиане, христиане, мессиане, это были как раз те люди, которые убили Христа. Типа не Христа, а Андроника, из которого сделали культ Христа. Это они были. Это как большевики были меньшевиками, но назвали себя большевиками. Они в меньшинстве были, но захватили власть и огласили себя большевиками. Точно так же я вижу и здесь произошла вот эта подмена. Мгм. Да, хорошо, приказываю этому Люциферу забирать все его эти геномы, все его энергии, ложь, воздействие, отдаю ему карму, расторгаю с ним договора, забираю все принадлежит мне, мою энергию, очищаю. Я вижу, как вот эти попытки, что ты ударял там, да, Мгм. боксировал, это так плавно, так шух, и ушло.
вот эти черные энергии, и уплыл этот казначей, Мгм. это ограничивающие эти программы, которые... Это внутренний дискомфорт, когда человек, подсознательно мы знаем все, да, и подсознательно знает человек свои какие-то вот моменты, которые мешают ему в достижении целей. Мгм. И вот этот как раз срабатывает эта программа казначей, которая ограничивает человека в достижении его целей. И я передаю тебе, чтобы ты убирал этого казначея, этих архонтов, этого Илью Мамаева с твоего пространства. Мгм. Это на самом деле, это, конечно, он специально там не проникает, но он работает на эти органы. Мгм. Воздействие. Да. Он М. на эти органы, нет, он воздействует, ну, органы власти, он, эти пси-технологии. Он Мгм. собирает самых уязвимых для того, чтобы их потоптать. И передавай этому духу, архонту, и его все пусть забирает, все воздействия от тебя. Я Приказываем вижу, как ты убрать. Да. расторгаешь контракт, и ты говоришь за жизнь. И ты вернул себе право рожденного как бы законным путем, да, то есть в Мгм. чистоте. Да. И я тебе Хорошо. передаю, чтобы ты очистил все твое родовое древо. И я вижу, как скорчилось это корявое дерево, злое такое, да, с досадой ушло вниз. Отсекай. Вот ты берешь и отсекаешь Ага. просто. Вот, наполняйся своей собственной энергией жизни, бесконечной жизни, да, Мгм. Да. продолжительной, вечной жизни. Как еще ее назвать? Постоянной. Постоянной жизни. Мгм. Возвращаем мои постоянные настройки, иконы, гармонии с первотворцом жизни, все чужеродные программы, чипы, импланты, все энергии отторгая от себя, приказывая антимиру забирать все воздействия с меня и с моей семьи, моего древа жизни. Ёлы-палы. Знаешь, что сейчас произошло? Ну, Вот я эти почти... ангелы Мгм. стояли, и скрещенные такие мечи, которые как бы запрещали вход в рай. То есть Мгм. в рай это ну, жизнь, да, вот она, жизнь это жизнь, никакая она не вечная, не такая жизнь это жизнь. Мгм. Вот. Рай это жизнь и вечная гармония с первотворцом, с собой и с высшими духовными ценностями. И я вижу, как эти два ангела, которые стояли буквально перед тобой, оно считывается табу. И скрещенные такие были у них а, мечи. Мечи. Мгм. Вот это Библия. Видишь, люди не понимают, что такое рай и какие ангелы. Это у Адама были эти мечи. Ам, То есть это программа, которая была табу на жизнь, да, потому Мгм. что в его основе грех лежал. Я вижу, как эти мечи с этими ангелами просто шух ушли. Мгм. И я слышу, что ты освободил жизнь. Ну, это как такая метафора, освободить свободу, Мгм. освободить жизнь. Вот ты освободил жизнь. Вот этот был за жизнь, да, борьба за жизнь, и вот ты ее освободил. Мгм. Что это значит теперь? И ты все, ты перешел в жизнь, ты свободен, ты удалил архонтов, Мгм. ты убрал эту программу,
Вот почему ты первенец, вот почему с тебя сделали икону стиля, так Мгм. называемую, потому что ты первый, кто вернул себе жизнь. Ты убрал этого архонта. Мгм. Отлично. Хорошо. Восполняю все мои энергии, мой потенциал, очищаю и гармонизирую согласно моему эталонному эфирному ДНК, данным первотворцом жизни. Исцеляюсь, восстанавливаюсь. А ты сейчас вот с другими. А кто это другие? Такие же ангелы, как ты. Мгм. То есть в эфирном плане. Вот так делаешь. Так, знаешь, рука о руку так. Ух, ух. Я вижу, как вот это ты как бы передаешь. М. Сейчас я Информация. посмотрю. Посмотрим. Информацию, да, от руки к руке. Это вот эта печать. Мгм. Печать жизни. И Хорошо. радость такая везде. Здорово. Да. Что распространяя информацию, этот опыт по эфирному пространству тем, кому я хочу. Энергосфера стала такая огромная, шар такой, огромный шар. Мгм. Я слышу милость. То есть вот все наполнено любовью, милостью. Мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединяемся от этих ситуаций, которые мы проработали. Да. Поднимаемся вверх. Посмотри сейчас, как я выгляжу. Ну вот огромная энергосфера, огромная. Мгм. И на голове такая сияющая корона, которая вот как была у этого высшего я, вот она у тебя на голове, а считывается корона жизни. Мгм. Хорошо, Виктория. Я думаю, эти аспекты я уже проработал. Да. Мгм. Хорошо. Тогда спроси у меня, все ли мы сделали для меня на этом сеансе. Ты, да, говоришь "да" и показываешь, как эти ангелы с этими мечами уходят. Это, между прочим, ангелы не от Бога, не от М. Первотворца. Они уходят на Хорошо. утилизацию. Это стало как, причиной, грехопадения. Как у Адама был грех, у каждого есть свой грех, так называемый контракт главный, да. Мгм. И вот когда человек разрывает вот контракты, то они еще цепляются дальше, да, то есть они ищут эту зацепку, эти архонты, то есть эти архивы в архивах Мгм. нашего генома. Вот. И все, очищай, выталкивай свое личного Очищаю. пространства. Ты чистая божественная душа и рожден по конам и света, жизни, гармонии, процветания. Мгм. Хорошо. Очищаю, наполняюсь жизнью, восстанавливаю все мои тела, э, э, все мои отношения и гармонии с Первотворцом жизни, очищаю до абсолютной чистоты, все чужеродное на аннигиляцию отправляю. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. Да, Тогда прощайся со мной, да. отсоединяйся от всех и всего, Мгм. проверяй твое личное пространство, Да, все чисто. мгм. Наполняйся энергией жизни, любви, гармонии и света. Да. Что я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. Ты Прям, почувствовал, а я да, что-то видела, чувствовала. Это вообще радость-то какая. Вот это вот как. самая добрая новость, которая только может быть. Да, спасибо, Виктория. Да, тебе спасибо и Вот нашему этот первому. гном, я понял, что
Вот этот гном, его надо срочно усилять. Прям Мгм. после сна я сразу понял, чё я там это ластился, чё он это. Все внимание сразу вот. Подсказки какие, да? Да, насколько видишь, э, разорвать контракт — это полдела, а еще доработать это, да. Осознать. А они думали, что у нас это не получится. Вот это да. Да, здорово, Виктория.